Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Астро Эспирационе. Таро расклад, что случится, что произойдет в ближайшее время, события и возможные неожиданности, какие-то внезапности или стремительности в ближайшие дни. И мы сегодня с вами рассмотрим вопросы, которые не вписываются в рамки времени. Это те события, которые произойдут именно в июне. Прогноз с вами совершен без границ или расклад без временных рамок. И я искренне надеюсь, что этот прогноз будет вам хорошей подсказкой. Поэтому подумайте о чем-то важном для вас. Или, может быть, та тема, которая сейчас буквально вам покоя не дает. Может, занимает ваши мысли уже даже предыдущее какое-то время, да, и такое на начало июня вполне вероятно. И приготовьтесь услышать те подсказки и знаки, которые вам готовы раскрыть карты Таро, какие-то секреты. Итак, мы достанем 6 карт, зададим 6 вопросов и ответы, на которые, я надеюсь, будут вам полезны. Итак, первая карта. Что для вас внезапно? Что неожиданно, а может быть, вас удивит в июне? Ну и, соответственно, с кем это будет связано? Документы, может быть, третьи лица, какие-то открывшиеся обстоятельства или какие-то новости, если мы говорим удивит, может, конкретный человек удивит. И следующая, третья карта, к чему же приготовиться, к чему все это идет. Ну и придет в конечном итоге. Но пока это июнь. А для вас волшебное время, мои дорогие львы. Итак, поговорим об этом в течение нашего расклада. Достанем 4-ю карту. Так вот, как же изменится ваша жизнь? Ох, изменится. По крайней мере, мы смотрим июнь. Но все-таки пару слов скажу. 30 числа, 30 июня, в самом конце месяца, в ваш знак зодиака переходит планета большого счастья Юпитер. Вообще это в течение года будет, то есть до середины 2027. Но вот с этой даты, начиная с июля, буквально с 30 июня, как минимум полгода сделать для себя что-то очень важное, хорошее. Это как своеобразный такой, знаете, прорыв, новая точка отсчета. И как же вот эти события отдаленные проиграются, но, может быть, на последующий срок. То есть именно отдаленное какое-то будущее. Ну и достанем, конечно, карту совет, которую откроем в самом конце. Так вот, начало июня начинается, когда Венера в знаке зодиака Рак. И это добрая энергия, семья, чувство безопасности, дом, уют. Ну что же вас удивит? Ну вот, мои дорогие львы, 7 жезлов – это когда вы всем нужны. Вот всем. По каким-то мелочам, каких-то много вопросов. Может быть, вот скучать будет некогда. Здесь могут буквально даже и домочадцы, какие-то родственники к вам обращаться. А помоги мне с этим, а помоги мне в том, может быть. Или проучаствуй, а вы люди презентабельные, вы люди грамотные, вы люди такие, знаете, надежные. Поэтому, глядя на льва, может создаться впечатление, что это я там буду париться, да, по какому-то вопросу. Ой, я сейчас поручу, как будто пусть он думает, у него получится. Вот часто по 7 жезлов и бывает такое, когда нас, ну вот 7 жезлов мы говорим, да, у героя только один в руках, а вот остальные 6 пытаются, ну, буквально нас достать. Ну, давайте раскроем этот момент. Я такого не исключаю. Это всегда какая-то многозадачность. Причем карта говорит, силы не равны. А вот время у тебя – это твое время. Поэтому подсказка сразу в этой карте. Как будто раз силы не равны, нас как будто на все не хватит. Времени на все не хватит. Мы потеряем из-за какой-то возни, в которой мы участвуем. Но принципиально не ваш вопрос. Мы потеряем и силы, и время, ну, где-то, может быть, и нервы, не без этого. А в итоге для нас-то бонусов никаких. Поэтому будьте внимательны. Это может быть внезапно так, да? Может быть и на работе. А на работе тут может даже сложиться какая-то ситуация. Смотрите, вот как-то неоднозначно. Мы говорим по 4 кубков, это колода Чару Маркете, тут нам как возможность какая-то идет, да. Кубок рука подает, а человек сидит, читает. Он как будто, ну вообще, понятно, не ожидал он ничего подобного увидеть, но у него другие намерения. Вы знаете, тут ведь вот где-то карта может говорить первый или главный даже смысл. Я больше вижу в том, что
Здесь может какая-то история так именно сложиться в красивую конфигурацию. Почему красивую? А потому что это вам будет нужно. Это будет ваш, к примеру, какой-то прогресс. Или для вас это будет какой-то доход. Или пусть это ваш интерес. Но как будто вот этот интерес по судьбе пришел к вашему порогу, потоптался, постоял, подождал. Видит, нет, лев занят, у него много работы, меня как будто не замечают. Ну и все. Не взял лев этот кубок, ну и вроде как и время потерял. Ну, может быть, такой период, начало июня, вот, кстати, кто смотрит сейчас. Подумайте, в чем вы участвуете. Может быть, исследуют какие-то границы, обозначить. Потому что это, знаете, как наша мечта ждет осуществления. Ну, вот так вот ждала-ждала, а потом решила, что, может быть, это уже не важно. Ну, и как будто тает на глазах. Понимаете, у вас сильная позиция. Но иногда, когда мы чувствуем в себе силу, мы хотим так, а лев благороден, из благородных побуждений кому-то даже помочь. Может быть, действительно, вы понимаете, у кого-то такая патовая ситуация, а тут, скорее всего, смотрите – у вас своя какая-то победа на кону. Вот что вас удивит? Тут именно правильно рассчитать силы я больше вижу так, потому что иногда ведь вот две полярные карты. С одной стороны многозадачность, с другой стороны иногда вот, да, бесконечный дождь. Вот есть в колоде «Колесо года» такая трактовка. Мне она очень нравится, когда ничего не происходит. Так вот, наверное, больше я вижу в тандеме эти две карты будут говорить о том, что включились в какую-то рутину. Ну и буквально света белого не видите. Может быть, это и работы у вас будет много. Я такое допускаю вполне. Потому что у вас так вот постепенно энергии складываются, и на концу месяца это, знаете, будет как какая-то квинтэссенция. Причем где-то в середине месяца за счет новолуния в Близнецах, 15-го мы говорим, да? 15 именно это может быть какая-то информация. Или когда вы услышите что-то очень важное. Здесь может касаться вашего желания, цели, намерения. Но еще предстоит это сложить в какую-то конфигурацию общую, как вы будете действовать. И вот самый конец месяца может где-то означать как раз своеобразную решимость. Или когда мы ставим цель. И, может быть, эту цель ставите вы постепенно. Или желание, пока вы превратите в намерение, а намерение как раз в цель. Это тоже нужно время на это. Но, видимо, об этом нужно подумать, как минимум иметь время, потому что у вас на кону победа. И, как я говорила, здесь пришла возможность какая-то, пришла удача на ваш порог, но увидела, что ее не замечают, ну, и ушла восвояси. Не упустите, мои дорогие львы, какой-то очень добрый период. И, может быть, это поначалу то, что вот как победу вы можете получить, да, возможно, это как какое-то предложение, может быть, и в виде участия. Тут как будто, может быть, и 7 каких-то задач, да, а будет тогда важна какая-то одна, а 6 это уже не важно, это чьи-то интересы или потеря времени при участии в чьих-то чужих вопросах. Но вот карты нам говорят, что внезапно ты можешь набрать на себя даже буквально каких-то обязательств, а потом тебе будет очень сложно с этим справляться. Тут вплоть до усталости. Где-то карта ведь в хорошем смысле нам говорит, успевай отдыхать. Четверка кубков. Не навесь на себя кучу каких-то дел, может быть, мелких, а вот как раз рутина нас и засасывает. Ну, будьте внимательны, мои дорогие. С кем это связано? Ну, наверное, ваши планы от начала до конца. Карта заслуженного успеха, и нам вот все то, что я долго говорила, это как будто нужно отплыть от прежнего берега. От того берега, где ничего не растет. Ну так, иносказательно, потому что отправляется девушка на своей ладье не просто так, из любопытства, а потому что она понимает, в прошлом меня уже ничто не держит. Какая-то прежняя концепция, она мне не принесет ни успеха, ни радости, ни счастья. У кого-то на кону много поездок, много переездов. Поэтому с кем будут связаны неожиданности? Ого! А у кого-то банально. Хотя вот я сказала, это больше энергии достижения. Все-таки, если мы говорим Юпитер, 30 числа перейдет ваш знак зодиака. Но, мои дорогие львы, у нас будет очень
добрая конфигурация. И вот теперь послушайте, хотя вы можете прочитать еще дополнительно гороскоп на июнь на моем сайте, опубликован давно, и ссылки будут в описании под видео. Но все же, чтобы вы вот так более объемно представляли июнь месяц, если мы говорим Венера в Раке. Вот соединение планеты большого и малого счастья. Венера – малое счастье, Юпитер считается большого счастья. Так вот, начинается месяц с энергии именно когда Венера в Раке. Дом, семья, комфорт, уют, да, вот эта безопасность, вот это все проходит на начало месяца. Но это происходит до 13 числа. С 13 числа уже Венера в вашем знаке зодиака. И у кого-то из вас вопросы личной жизни, и дом, и вот все то, что я говорила по Венере. Но теперь это касается напрямую вас. И может быть, поэтому у нас и расклад без временных рамок. Я не очерчиваю, потому что каждый срок вот эти, да, которые я говорю, это не есть какая-то дата, да, как начало и завершение. Нет, это в течение месяца с заходом еще и на июль эти энергии будут работать. Поэтому для кого-то из вас могут встать на первый план еще и вопросы в июне именно личной жизни, семья, может быть и ваши дети, место пребывания. Возможно, это и финансы, когда вы сможете себе, позволить чуточку больше. Но тут главное не переусердствовать. Так вот, с 9 и по 13, да, вот смотрите, с 9 у нас получается соединение Юпитера, большого счастья, как бы, да, планеты, и Венеры. И будет длиться этот транзит в Раке с 9 по 13. А далее у нас переходит Венера в ваш знак зодиака, и будет у вас к концу месяца удивительная конфигурация с 30 числа, когда, вот там и Венера окажется, и одновременно уже в вашем знаке зодиака и Юпитер. Поэтому что-то очень интересное. Может быть, поэтому нам карты и говорят: Лев, ты тут занимаешься самим собой. Конечно, шестерка мечей – это больше на достижение, но ведь у кого-то банально. Встреча, поездка, предложение какого-то путешествия. Или «а давай мы вместе куда-то с тобой отправимся». Или «давай мы вместе», вот как семейная жизнь, да. Может быть, это вы куда-то даже едете, и в поездке вы с кем-то познакомитесь. Вот я тоже этого не отрицаю. Но вы ведь тоже можете это не заметить, потому что у вас многозадачность, я должен, а вы ответственные люди. Давайте узнаем дальше, к чему же приготовиться. А вот не упустите, карта внутренних страхов, карта искаженного восприятия. Всегда по этой карте закрыты глаза, потому что, вот и правда, смотрите, к чему приготовиться. Тут по аркану повешенный, мы как будто подзастряли, тут уже нам четко говорят, дорога к счастью, вот буквально так. А мы как будто можем не верить, вы, мои дорогие. Конечно, приготовьтесь, я этого не исключаю, потому что и семерка мечей нам будет говорить. К примеру, тут нам говорят по десятке кубков, это может быть хороший достаток, это получение денег, это как-то, знаете, как знаки, какие-то бонусы, может быть, и по работе, возможность построить карьеру. Есть, конечно, возможности потратить сверх меры, может быть, так, да. А есть еще такой номинал, когда все-таки карта вора, и есть все же значение забрать свое. Здесь, знаете, какая-то история, если мы говорим, к чему приготовиться. Тут вам, как минимум, нужно быть со свежими мыслями, свежей головой и постоянно все контролировать вокруг себя. Потому что я все же допускаю, что не все люди ведут честную игру. Где-то семерка жезлов тоже об этом и перекликается с семеркой мечей. Кто-то может вам льстить, будем говорить, или даже вот чтобы вы сделали, к примеру, за кого-то работу. Вам могут говорить: ой, нет, это только ты молодец, это только у тебя получится, а я опять же сделаю что-нибудь не так. Человек льстит, а в конечном-то итоге работать придется вам или какую-то на себя взять обязанность. А тут прям все карты кричат: ты себя на паузу не поставь. Вот посмотрите, к чему приготовиться. Хорошо. А если вы вот такого хитрого, мудрого, хочется и по-другому сказать, но на ютубе не могу, хитро сделанного, скажем так, да, встречаете и видите, что это, да, это какие-то уловки, и вы действуете не в уговор, не даете себя уговорить, то тогда для вас к чему приготовиться, к чему тогда для вас идет какой-то, тогда деньги, вот четко.
Может быть, где-то и с деньгами, правда, тратами. Будьте внимательны, потому что на кону ваше изобилие, процветание, хороший отдых, хороший отпуск или хорошие какие-то возможности. Но вот из-за какой-то досадной, может быть, мелочи или из-за того, что, как я вам говорила, вы можете на себя взять больше ответственности, это как будто стоит под вопросом. Вот, наверное, не случайно я долго уделила внимание, рассказывая, что это такое, вот этот первый дуплет. Ладно, как изменится ваша жизнь, тут нужно все по справедливости. И, кстати, иногда ведь эта карта причины и следствия. Если мы сделали что-то хорошо, то нам тогда судьба как будто возвращает через помощь других людей эту возможность. Я не исключаю, что для кого-то из вас, ну, все же мы говорим, что возвращает нам, да, судьба, карма, какую-то историю. Возможно, если где-то мы сами в чем-то ошиблись, значит, могут нам вернуть какое-то дело на пересмотр, на доработку, может быть, буквально какой-то документ, потому что это карта, когда именно документально мы что-то пишем, подписываем. Будьте вообще внимательны к тому, что вы подписываете, чтобы вас это буквально не поставило в какой-то тупик. Или для вас все же эта карта больше говорит о том, что наступает время идти вперед. Может быть, и у вас вот этот внутренний такой баланс должен, ну, как проиграться внутри, и вы себе должны в каком-то деле сказать: нет, точка, баста, я сделал все, что мог. Здесь наступает время идти вперед. А вот посмотрите, 4 мечей. Как изменится ваша жизнь. Здесь, может быть, кстати, могут быть такие перемены, которые связаны, может быть, с близкими, родственниками, с теми людьми, с кем вам приходится, может быть, общаться. Или для кого-то из вас это может быть новый, кстати, проект, если мы говорим, как изменится ваша жизнь, который требует от вас доработки, какого-то очень детального изучения. Здесь может быть и такое предложение. Не исключаю, что здесь может быть предложение, которое выглядит как рост именно для вас, или построение карьеры, или как какая-то новая возможность, может быть, это вообще какой-то дополнительный заработок, пассивный заработок, или это будет, ну, как вариант, что-то вот на будущее такое. Вы можете об этом задуматься. Но я точно так же не исключаю, может быть, это какие-то темы, которые касаются ваших родственников, и вас кто-то попытается к этому привлечь. Может быть, у кого-то из вас нерешенная конкретная тема, задача с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. Но, может быть, это еще и какая-то тема с этим человеком, да еще и в суде. Я не утверждаю. Но здесь может быть такая история. Король мечей – это часто эксперт. По этой карте могут, конечно, проходить и люди, как знака зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или, опять же, асцендент. Ну, у вас рядом карта именно справедливость, правосудие. И мы говорим юристы, адвокаты, какие-то узкие специалисты. Вот здесь, может быть, вам потребуется консультация узкого специалиста. Или когда вы узнаете новость, к примеру, о своих близких, что-то в течение июня, о том, что у них в жизни что-то меняется. Правда, тут что будет продолжено. Вот кто-то банально, кстати. Вот эта позиция, как изменится ваша жизнь. Вот послушайте, мои дорогие львы. Тут может начать меняться жизнь у кого-то из вашего семейства. Может быть, как, ну, родства, да? Тут тоже что-то происходит. Причем человеку это по судьбе. Человек вот к этому шел, ну и пришел в конечном итоге. Что это будет, сказать сложно, потому что у каждого своя какая-то конфигурация. Но я должна сказать, что меняется жизнь даже у кого-то из близких. Вы пока этого не видите. Но для вас, посмотрите, 2 аркана, которые нам говорят о том, что каким-то образом сложится судьбоносная ситуация для вас точно в плюс, но не теперь. Это не про июнь и не про июль, а это на какой-то последующий период. Вам каким-то образом это будет либо полезно, ну или как тоже, как вариант, как новая возможность. Или вот для вас это опять же какая-то ситуация по судьбе. Вот, а что это такое? А ведь правда.
Тут как соединение судеб. По сути дела, 2-3 карты. У кого-то это будет даже означать оформление каких-то важных бумаг, документов, подведение итогов, мои дорогие. И вы это тоже будете подводить итоги. Тут могут касаться вопросы семьи, пары или ближайших кровных родственников или далеких родственников. Все-таки я больше вижу так. Одновременно вопросы оформления документов, юриспруденции, но может быть даже человек, кто-то из ваших близких, знакомых, вот именно как дальнее родство, я такого и не исключаю, или может быть друзья даже, да, иногда друзья едва ли не ближе, чем родственники, но у них что-то в жизни меняется, и это будет для вас тоже такой своеобразный маневр. Это не в июне, но явно вас это заставит задуматься, потому что это, знаете, как подсказка. Каким-то образом вот складываются конфигурации, наверное, в небесном расписании, или это уже как в скрижалях вашей книги судьбы прописано, а в последующем какая-то история, которая происходит с кем-то из людей, в последующем будет полезна вам. Давайте узнаем, так а что же там дальше-то? Вот отдаленное будущее. Ну, вот тут по семерке, конечно, быстро ничего не меняется. Здесь, в принципе, отдаленное будущее. А вот, кстати, куда-то дорога. Вы засобираться куда-то можете. Причем вы можете каким-то образом, да, вот со всем тем, что я сказала, будет взаимодействие, потому что для вас, вот смотрите, как для кого-то открывается путь, а потом он откроется и для вас. Вы знаете, происходят перемены, это точно, но сейчас сложна Луна, сложно среди этой какой-то сумятицы, неразберихи, сложно определиться, что же в конечном итоге это будет. Но карта поэтому и говорит, семерка, как будто пауза, да? Может быть, долгий период должен пройти, к примеру, бумаги оформить, да? Мы думаем пару дней, ага, а иногда пару месяцев. Вот что-то такое может проиграться, но в конечном итоге это ведь и правда. Как подготовка может быть медленная и какое-то такое продуманное путешествие, переезд, вот что-то подобное. Но задумайтесь вы об этом на отдаленное будущее именно в июне. А дальше для вас, как по судьбе, будет колесо фортуны. Это отдаленное. И я, как говорила, с 30 числа. Юпитер в вашем знаке зодиака, причем на год. Поэтому тут можно смело сказать, это как предпосылки, начало. А потом будет обязательно для вас продолжение, и не просто продолжение. Будьте готовы, наверное, к тому, что то, что сейчас, как бы зыбко непонятно, где-то идет через паузу. Через, вот, знаете, как по луне, я сказала, сумерки. Это когда себя сохранять, безусловно, надо. Не участвовать в каких-то, знаете, как когда вы оказываетесь, к примеру, в толпе, вот вам туда не надо, вам в другую сторону. Или когда вы в коллективе оказываетесь как между двух огней. Такое тоже бывает. И одни настаивают, ты к нам примыкай, или к другим, наоборот, другие тоже могут тянуть в свою сторону. Я иногда сравниваю это. Вот представьте, как перетягивание каната. Ну, в виде каната это лев может оказаться. А вам вот ни тут, ни вправо, ни влево. Вам тут себя нужно сохранять. Все-таки о самосохранении, говорит карта Луна. Пока тут скоро будет что-то меняться. Восьмерка нам кубков сразу говорит. Но, наверное, себя сохранить – это искусство, потому что придется пройти какой-то еще путь. Так вот, настойчиво, возможно, вам придется еще что-то изучать, кстати, или к чему-то готовиться. Но, как будто опять же в вашей судьбе прописан какой-то прорыв. Ну вот так. Давайте откроем карту совет. Как будто приготовься, лев, да, все-таки карта совет, по пажу мечей, это могут быть вести, новости, какая-то информация, причем та информация, которая нас заставляет сменить метод, как будто сменить пластинку, рассмотреть вообще что-то другое. И очень целеустремленный у нас паж. И чтобы правильно вы прочувствовали энергию этой карты, представьте, а у вас, кстати, Луна. Когда Луна выпадает, это вот две башни есть, да? Она мне к первой, не ко второй, нам между. Как по дорожке лунного света. Вот и представьте, вы идете по этой лунной дорожке сквозь темный лес. И дорожка вам знакома, вы там уже ходили. Вроде как вы все знаете. Но вот на каком-то этапе пути, это, знаете, как инсайт или какая-то мысль, вы вдруг понимаете, пора сворачивать. Я думаю, что вот именно этот эпитет или вот этот пример
вы прочувствовали, какая может сложиться ситуация. То есть нам нужно именно действовать по-другому. Это может быть, как я говорила, в районе, может быть, середины июня, когда что-то меняется. Новолуние в Близнецах. Плюс-минус от этой даты это может быть как центр вашего какого-то решения важного. Более того, вот этот путь, как направление меч показывает, оно еще обозначено вот как два голубя. О голубе мы говорим, это всегда благополучие. И несмотря на то, что это острие, они смело сидят. Без ножен меч, а именно острый меч. Так вот эти два голубя сидят на вот этом лезвии. И что интересно, как будто если мы как изменим свою тактику, изменим метод, то для нас благополучия будет больше. Поэтому я и говорю, пора сворачивать. Вот приготовьтесь, будьте готовы, что это может произойти в любой момент, и это будет связано с какой-то новостью. А для вас это все то, что я говорила, туз кубков. Для вас это может быть такой своеобразный прорыв. Я, конечно, не исключаю. Карта будет говорить предвидеть все время на пару шагов вперед. Лучезарная дельта. При любых положениях Луны Лев должен вот именно что-то просчитывать. Приготовьтесь к этому в июне. И тогда вот эта амброзия, которая переливается через край, и рыбы золотые. Рыба это у нас где-то и перемещение. Ведь знак рыб это вот две рыбы, которые в разные стороны к тому же плывут. Поэтому был один план, переделали на другой. Собрались в одно место, поехали в другое. Или поставили перед собой одну какую-то даже, ну, может быть, и цель. А тут изменились обстоятельства. Окей, тогда, ну, это вы, маги и волшебники. Есть цель, окей, если, ну, что-то тут стопорится, вы всегда можете что-то переиграть. Поэтому к этому тоже будьте готовы. Ну и второе значение по рыбам – это достаток, это деньги. И к этому тоже нужно быть где-то внимательным. Но возможности есть. И победа есть. Вообще любая 6 – это всегда победа. Поэтому тут и в новых начинаниях, как в какую-то дистанцию, да, может быть, это у кого-то иногда вопросы, ну, связанные именно с вашим автомобилем, и тогда тут вы можете решить этот вопрос в течение июня или прояснить, да, может быть, понимать, какая-то победа, может быть, и будет тоже, да, для вас, которая касается и, может быть, и дома где-то, да, или межличностных отношений, а у кого-то и работы, но с середины, хочется сказать, июня здесь присоединяются именно то, что вам по судьбе. Потому что и Иерофант, и карта правосудия, карта страшного суда, но ведь это карта выздоровления. Это как дорога к свету. И в этом вам фортуна помогает. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы берегите себя и будьте счастливы и любимы всегда.